Всем привет! С вами Мистер Ганс, и это канал МСР Ганс онлайн. Сегодня поговорим о камнях, гемах для монов. Камни бывают трех разных вариаций. Это треугольник, квадрат и ромб. Камни бывают у нас от 1 до 6 звезд. У меня сейчас, конечно же, нету ни одного камня от 1 до 5. Ну, пятизвездочные камни я еще оставил, это как такие пробники. Но в основном от 1 до 5 звезд пользуются, так сказать, новички. Эти камни мы сегодня никак не рассмотрим, потому что у меня их просто нету. Их можно, конечно, получить в Шенди-шопе. Когда они иногда здесь продаются 3-4-3-звездочные, там и 1-звездочные, любые могут быть. Так, начнем, пожалуй, с квадрата. Есть на монах такие скиллы, как критозависимые. Монов называемые критозависимые. То есть при крите, чем выше шанс крита у мона, то есть он критует, это очевидно. Но у мона есть такой скилл, как критический дамаг, увеличение на 50%. То есть если мы критуем, у нас на 50% больше дамага. Поэтому нам нужен вот этот вот камень критический шанс. Критический шанс может быть только на квадрате. Поэтому, когда вы получаете либо вот этого мона, начинаете его качать, либо с такой иконкой, либо же атакера. Сразу говорю, большинство атакеров, даже если вы начинаете, у вас в любом случае большинство атакеров нужен будет квадрат. То есть, допустим, некоторые моны
плане их эволюции. То есть, как я уже сказал, гемы могут быть от 1 до 6 звезд. От 1 до 4 звезд они получаются на локациях. То есть на любой локации можно выбить гем от 1 до 4 звезд. А последующие 5-6 звезд мы уже получаем дальше с подземелий и с титанов и со всех остальных. То есть у нас есть Ascent Dungeon, в котором мы получаем, ну, видим сразу, как получить, какой нам нужен слот и какой звезды. То есть вот показано, любой камень можно получить от 2 до 3 звезд, дальше от 2 до 4 и так далее, так далее, так далее. И мы на последнем видим, что можно получить любой камень от 5 до 6 звезд. То есть заходим, убиваем и все, и получаем. Получаем рандомные статы, это все понятно. У нас есть еще Dragon Dungeon, в котором как раз таки уже падают повышенные гемы, как и в принципе с Титана также падают двухступенчатые гемы. То есть вот это вот двойные гемы, то есть они двойные статы дают. Вот еще такие есть. То есть их в принципе немного, я вот показываю, какие они в принципе только есть, двойные. Вот это то, что падает с Dragon Dungeon. То есть камни на стан, о том, о чем я рассказывал в прошлом видео на арене. То есть камни с 20% шансом стана, камни на Shield, 15 тысяч защиты от Шайлда. То есть вам дается в начале боя на 3 хода вам дается щит, который блокирует 15 тысяч урона. Сразу говорю, сифон от монов, которые забирают ману, он не блокирует. То есть, допустим, Юки вот этим вот скиллом пробивает его и забирает ману. То есть вас только от урона спасет и от всех остальных, там, допустим, от стана, от сна, от замка и от всего остального. Так, дальше. У нас есть камень хилер. Это у нас написано, что 10% восстановления здоровья. Чаще всего это ставят на танков. Я, допустим, ставил вот на этого мона, чтобы когда проходит, ну, ваш ход прошел, то есть вы ударили 4 монами, вас ударили, и у вас восстанавливается 10% здоровья. То есть, как бы понимаете сами, что нужно ставить больше хп, чтобы было больше отхила в начале. Также есть похожие на них гемы, значит, называются лич, они также выглядят, но практически здесь кружочек, здесь водичка. Лич написано, что 20% хп забирает. Лич у меня стоит сейчас в данный момент, потому что я, когда играл в начале, я не очень сильно заморачивался этими гемами, и зря сейчас очень сильно жалею, потому что у меня только на одном моне сейчас это стоит. И мне этого очень сильно не хватает. Вот, Шахерезада моя. На ней стоит лич, но как бы на ней нужно поставить было мне критрейт, которого у меня просто нету. Ну вот я как-то не сильно думал, что буду использовать эти камни, потому что в основном эти
отсюда, это уже 50. И еще 12 отсюда, 62. То есть получается 20, 40, 60, 70 и 12, 82. Все правильно, да, 82. Немного пересчитался, обсчитался. Получается шанс 82%. То есть это уже очень даже хорошо. Сейчас у нас, когда добавили тринкеты, у нас появилась такая штука, как критический резист. То есть понижение, так сказать, в самом моне заложено при вот этой штуке, в самом моне заложена такая вещь на 26% уменьшения крита. То есть, допустим, у вас 86, отнимайте 26, получаете ваш шанс крита. Так, дальше по гемам. Атака. Ну, уже как бы вышло из моды ставить этот сет. Есть у меня и моны, которые еще, допустим, с такими камнями. Это из-за того, что нехватка камней именно нужных. В плане того, вы видите, у меня их очень много. Их очень много не из-за того, что мне, типа, они все нужны, и их некуда девать. Это просто из-за того, что мне по статам дополнительным не подходят камни. В принципе, атаку можно ставить, как бы никто вам не запрещает. 20% атаки, в принципе, это просто не так много, как, допустим, 20% к шансу крита. Поэтому и ставят как бы больше шанс крита и крит дамаг. Серый и фиолетовый сет, можете их так называть. Рекаверите это, отхил на 25%. Очень у многих тоже вижу странные вещи, люди творят. Ставят именно отхил, то есть это больше для хилеров. Есть моно-хилеры, которым это увеличивает восстановление здоровья всей команде. Некоторые ставят своим моном рекаверити. Вообще не понимаю, для чего. Кто-то когда-то где-то, по-моему, на видео сказал то, что это какие-то там магические там дополнительные вещи делает. Не верьте, это полная хрень. Даже если вам дополнительные слоты выпадут хорошие, я бы не стал ставить там на рекаверите, потому что вы не будете отхиливаться с ударов. Вы, допустим, на атакера если поставите, тут даже будет все идеально, вы просто тратите 68% какого-то стата на... Просто выкидывать его, он вашему моду нахрен не нужен просто. Дальше у нас камни на резист. Это можно ставить. Вот есть моны темные. У них очень проблемный резист, поэтому как бы для них, можно сказать, практически эти камни сделаны. Но не всегда, как бы больше выбирайте. Тут есть скиллы, которые критические. Тут прям написано. О них хотел чуть ниже сказать. Но раз уже мы пришли к Сидлеру. Есть такие скиллы, которые прям написано, то что критический шанс, критический удар. То есть вам здесь нужен 100% критический шанс, потому что без него мон не будет полностью раскрыт, то есть он не будет именно вот этот скилл, это вы бьете по всем элементам одинаково. Вот, то есть здесь нам необходимо просто 100% много критического шанса, у меня 91%, я как бы ни шанс не делал на нем, я вообще забросил этого мона в данный момент, потому что у меня есть более сильный и полностью как бы мета поменялась уже. Этот атакер слишком слабый. Не по атаке, а по защите. Как бы его можно заняться им, но его все равно разогнать так сильно не получится, как остальных. То есть критический резист ставить стоит на хилеров, на атакеров в принципе. И все в этом роде. Это деф. Деференс на 20% увеличивает. В принципе, ставить можно как на агрессоров, как на хилеров, так и на остальных, кому не хватает дефа. ХП на 20%, также хилерам, агрессорам по ХП и всем прочим. Про пигулист я уже рассказал. По двойным камням особо углубляться не вижу смысла, потому что на началках вы их точно не увидите. Ну, тут как бы ХП 15%, отхил 15%, естественно, это больше подходит для хилера. Атака на 15, критрейт на 15, больше для атакера, как бы тут уже смотрите, читайте, просто все понятно, что кому чего просто больше не хватает. Дефенс на 10, резист на 10 увеличивает, это больше для деферов, также для хилеров можно поставить. Крит дамаг защита, агрессоры по дефу, атакерам тоже неплохо будет дополнительный стат на защиту, если они ватненькие. И резист хп. Больше можно также поставить либо для агрессоров по хп, либо для хилеров. Тоже неплохо будет.
По камням, в принципе, рассказал. Читайте скиллы. Вот здесь, опять же, дифференс. Нужен дифференс. Как бы атакер, танк. Танк. Что это значит? Танк. Танк это значит, что у нас много хп в начальном стате. Defender это значит, у нас больше защиты. Больше защиты в начале. Атакер значит больше атаки. И все в таком роде. Кого у меня еще здесь показать можно? Еще есть здесь также recoverity, больше по отхилу. Только я его навряд ли сейчас где-то здесь найду. Balanced. Balanced мы делаем как хотим. То есть вы, вот допустим, по Миха расскажу. Этот мон больше играет по сапам, но его можно сделать как на больше атаки, так и на танка. То есть он может быть очень толстым и защищаться и просто накидывать эту фигню и убивать. Можно его сделать как атакера. Больше будет бить с руки, также будет накладывать этими, но будет ватненький, будет быстро умирать. Я больше делаю балансовых, более в танков, но здесь надо смотреть полностью по ситуации, здесь уже нужно знание ОМОНа. Вот, допустим, баланс это у меня, про Персифону вообще, думаю, все знают, как бы это просто full хп, самый лучший, так сказать, саппорт в игре, пока лучше, в принципе, не придумали. Хотя есть, да, но это из самых легко получаемых монов, единственный, я бы сказал. Отхил и камень. Как бы ему все в хп ставим, все в хп, в резист и радуемся. Так, по камням вроде все. По тринке там, я думаю, сюда смысл засовывать нету, потому что о них еще отдельно надо тоже разговаривать. По гемам главное, подведем итог, треугольник, квадрат и ромб для атакеров или критозависимых монов, или тем, кому прям в скилле написано, что нужен критический шанс, то необходим квадрат. Если не получаем квадрат, ничего страшного нету. Можем получить с помощью энчанта, с помощью дополнительного сета от камней фиолетового на крит шанс и дополнительных слотов. Единственное, что еще хотел сказать, вот эти вот дополнительные слоты, они выпадают рандомным образом. То есть вы можете получить как 4 сразу, вот вам выпадает камень, вы получаете сразу 4. Неважно какие, это какие для вас лучше. То есть не всегда вам выпадут то, что вам нужно. Может выпасть 2, 3, 1 или вообще 0, просто не будет их. В чем смысл того, чтобы выпало больше? Когда мы их апгрейдим, у нас есть 3 стадии улучшения. Сейчас заточим его. То есть начинаем мы заточку там примерно с почти 100% заточки. Мы затачиваем на 3, мы получаем первый бонус. Мы затачиваем дальше на 6, у нас будет следующий бонус. Видите, уже на 5 не точится. Как бы здесь при заточке камня на плюс 15 можно вообще разориться. Вот на 6 сейчас мы получим следующий рандомным образом, он попадет в любую. Можете просто сидеть и говорить: дай мне крит шанс, пожалуйста. Или заточись вообще хотя бы. Все рандом. Вот, он выдает атаку. В принципе, неплохо, как бы, и в дальнейшем, когда мы его затачиваем уже на плюс 9, нам еще раз дают, и на плюс 12 последний раз дают. То есть на плюс 15 у нас уже никакие дополнительные слоты не появляются. То есть в чем плюс того, что вам попадает сразу все 4? Вам сразу дается по всем 4 ваш какой-то стат кидается куда-то. Если у вас будет 0, вам просто дадут на 3, на 6, на 9 и на 12. То есть все будет примерно 7, 6, 6. То есть вот такой истории, как, допустим, вот с таким камнем, то есть у вас не будет крит шанса на 20. Потому что просто не будет у гема шансов проточить. То есть если выпадает вам, допустим, хп, и хп с 4 и хп с 0, то лучше, конечно, точить с 4, потому что в дальнейшем у нас еще такая есть вещь, как башня, в которой на самом последнем этаже дают вот такие вот вещи. Это у нас получается такая вещь, чтобы мы могли поменять тоже рандомным образом как раз таки вот этот вот разный дополнительный стат. В принципе, неплохая штука. Допустим, вам выпало хп, но вам не нужно, вы его меняете и получаете рандомным образом какую-то вещь. Вот
такое видео получилось. В принципе, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я, в принципе, всегда готов ответить. Ни для кого я не скрываюсь. В принципе, можем разобраться вместе. Я всегда открыт для общения. Ну все, всем спасибо. Подписывайтесь, пока люди смотрят, не подписываются. Ну, я понимаю, как бы пробный пока что период. Люди присматриваются, может быть, что-то интересное ни для кого пока и нету. Ну, я решил начать все для новичков как бы записывать, потому что сразу переходить к каким-то глобальным вещам нет смысла. Надо начинать как бы сначала. То есть чуть-чуть потихонечку мы все посмотрим, все поймем, все узнаем. Все, всем спасибо, всем пока.